Всем привет! Сегодня у нас на обзоре очень интересный усилитель Universum Dynamics System Hi-Fi 2500. Это усилитель из моего прошлого видео, и как я обещал, сегодня мы сделаем на него небольшой обзор. Но прежде чем мы начнем оборзевать этот аппарат, давайте немножко обратимся к истории и вообще поищем, как говорится, концы, что это за Universum. Вообще он продавался по каталогу Quelli в 1980 и 81 году. Итак, значит, что мы видим? Вот он, каталог Quelli, 1980 год. И вот он, наш усилитель, справа вверху, стоит 348 Deutschmark. Также к нему уже продавался за 278 марок тюнер, и за 348 марок тоже продавался у нас еще и кассетная дека. Так, что значит за него пишут? Мощный, с высокими техническими характеристиками. Мощность 2 по 75 ватта. В скобках что-то пишут 2 по 50 синусоидальная. Значит, диапазон частот 40-20 кГц, плюс-минус 1,5 дБ. Микрофонное микшерное устройство, схема копирования ленты, регулируемая, регулировка фонокорректора, шумовой фильтр, фильтр грохота. Не знаю, что это такое. Переключатель отключения звука, устройство регулировки громкости, переключаемый регулятор низких и высоких частот, переключение группы динамиков, разъемы для тюнера, магнитофона, фонокорректора, микрофона, наушников, 2 или 4 динамика. Так, размеры: ширина 42 см, высота 15, глубина 34. Так, немного хочу сказать за кассетную деку. Отсюда же, значит, что они пишут. DIN 4550, система Dolby B, отдельные регуляторы уровня, бла-бла-бла-бла, трехзначный счетчик ленты, кассеты, значит, оксид железа, диоксид хрома, феррум-хрома для Dolby. Запись, значит, всего-навсего для хрома, он говорит 30-14 тысяч Гц. Короче, дека фуфловая. Также этот усилитель продавался под брендом Gold Star и моделька GSA 8500. Только вот АЧХ у него, посмотрите, какое. Мощность меньше, АЧХ вообще красотища какая. Также я еще на просторах интернета нашел его вот под таким брендом Asuke 8500. Ну, а вообще, это не что иное, как Pioneer SA88202. Выпущен он в Японии в 1976 году, как пишут, во время золотой эры японского высококачественного оборудования. Это один из высокооцененных усилителей ESPP от Pioneer. Он оснащен дифференциальным усилителем первой ступени, трехступенчатым прямым подключением конечной ступени класса А и чистым комплементарным SEPP. Отношение сигнал-шум усилителя улучшено за счет использования малошумящего транзистора, который был тщательно сопряжен с дифференциальным усилителем на первой ступени. Одной из превосходных особенностей этого усилителя является четырехпозиционный переключатель нагрузки фонокорректора. Ну, то, что я и говорил. Значит, номинальная выходная мощность у оригинала составляла 60 Вт при 8 Омах. Что ж, теперь давайте мы его более подробненько посмотрим. Аппаратик у нас, как я его назвал, двухдиновый. Он у нас в высоту 14 сантиметров. Довольно-таки интересный. Значит, что по поводу органов управления и также входа-выхода. Значит, у нас есть два выхода на наушники. Наушники, выходы у нас диновские. Один вход у нас микрофонный. В прошлом видео я показывал, как я делал микрофонный выход на наушники, потому что здесь стоял DIN, тот, который шахматный. Я поставил тот, который в рядок на 5 контактов. Но, опять-таки, не за это, а вообще за сам усилитель. Люблю я такие аппараты. Не люблю я, правда, алюминий точеный. Хотя как, алюминий мне все равно, я не люблю белый цвет, мне все нравится в черном, но это все дело вкуса. Что до органов управления. Честно вам скажу,
Они тут все надписи, в принципе, наверное, на немецком, может быть, на английском, потому что Lounges вроде как на немецком, на английском, Muting тоже на английском. Но все же, начнем слева направо. Низы, верха, как говорится. Опять-таки по низам мы можем регулироваться. От 100 Гц регулировка идет, 200 Гц, 400 Гц. Значит, такая кнопочка тон. Тут мне она очень понравилась. Значит, сейчас я, кстати, забыл сказать, что я игрался с ним неделю. Я его слушал, я его переключал. То есть более-менее так, как мне нравится, вот как он звучит. Он звучит вот на таких вот настройках. Вот, посмотрите на них внимательно. То есть 200 Гц у меня здесь у меня тон включен. Turn hour, не знаю, как правильно, поправьте меня, на 2 кГц. Выкручен у меня вверх на плюс 10. Lounges у меня в единичке. И мьютинг почему я поставил на минус 15 дБ? Потому что мне больше нравится, когда я плавно могу поднять громкость. Потому что если на 0 дБ, то он, конечно, сразу наваливает. Я ставлю минус 15, мне более так комфортно, потому что мне нравится, когда я могу по чуть-чуть добавить звук. Что до селектора входов. Честно говоря, мне не понравилось, их тут в принципе очень мало. У нас есть AUX, у нас есть тюнер, у нас есть фонокорректор. И самое интересное, у нас в фонокорректоре, фонокорректор может работать от 1,2 милливольта до 4,8 милливольта. То есть у нас он переключается, как раз почему он ко мне приехал в ремонт, были проблемы у нас с переключателем фонокорректора. Нижняя наша часть усилителя. Значит, что у нас? Переключение по спикерам, то есть по нашим колонкам. Значит, система A, система B, система A плюс B. И еще какая-то есть система Matrix, которую я так и не понял, что она делает. Может быть, надо было подключить бы 4 колонки, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Может быть, что-то она типа Dolby Digital, но это я шучу. Это я шучу. Дальше у нас фильтра 20 Гц, 100 Гц и OFF. Честно вам скажу, включал я 20, включаю я 100, я особой разницы не слышу. Может, уже в силе возраста поставил на OFF меня больше всего. То же самое по высоким. 20 кГц, 10 кГц. Я разницы, честно вам скажу, я не слышу. Мне нравится, когда OFF. Опять-таки, как бы маленький типа эквалайзер. Значит, баланс. Очень интересно, сделана вот тут кнопочка Mode. Значит, что он делает? Стерео в реверсе, то есть меняет лево-право колонки, Normal. А вот дальше вот это вот Mono Left плюс R, Mono Left, Mono R. Я, честно говоря, что-то так опять-таки не понял, как это все работает. Есть микшер для микрофона. Опять-таки можно микшировать. И посмотрите, как интересно сделано. Вот какая пимпочка. Вот так она включается, вот так вот она выключается. Совершенно случайно увидел. Мне нравится, очень нравится. Красота. И переключатели у нас для кассетной деки, то есть у нас для записи. Дек 1, дека 2, с деки 1 на деку 2 и так далее. И теперь самый главный вопрос, наверное, который всех волнует, как он играет. Лично от себя хочу сказать, играет он интересно, но именно как по мне, не для всех типов музыки. Мне очень понравилось, как он воспроизводит спокойную запись. Вот наподобие вот этого. Довольно сбалансировано все. Очень приятный звук, тихий, не напрягающий. То есть, что касается спокойной ритмики, вот такой, великолепно. Хорошо отыгрывает высокие частоты, в принципе, басит. То есть, все у него в норме. Однако, я как любитель хэви-металла и больше любитель рока, а вот на роке он,
честно вам скажу, плывет. То есть вот на такой музыке мне звук у него не особо нравится. Какой-то он плосковатый, что-то в нем не так, начинаешь добавлять низов, что-то ой, так. Может быть, когда мы включаем джамп, и то. Кстати, функция джамп, я даже не знаю, что это такое, что это прыжок. Кто знает, меня поправьте. Зато, если мы включаем что-то более-менее современное, там, где очень много бум-бум-бум-бум-бум, я вам скажу так, отбубукивает он довольно-таки хорошо. Вот тут, вот тут. То есть для современной музыки он тоже пойдет. То есть, в принципе, сам аппарат не подходит лично мне, потому что основную часть музыки я все-таки слушаю рок. Что ж, теперь давайте мы, наверное, подведем итоги, в принципе, всего этого усилителя. Лично от себя хочу сказать. То есть тот, кто любит спокойную мелодичную музыку, вам этот аппарат очень-очень понравится. Я вам скажу честно, откровенно. Хороший звук у него, довольно-таки приятный. Ничего плохого сказать вообще не могу. То же самое и молодежи он подойдет, бум-бум-бум, будет давать довольно-таки классно. Но если вы любитель рока и хэви-металла, ну, придется вам что-то искать, наверное, другое. Дизайн, как говорю, лаконичный, красивый, строгий, четкий. Все-таки где-то это ж конец 70-х, Япония. Я думаю, вряд ли сюда Западная Германия приложила хоть какие-то усилия для создания дизайна. Вот посмотрите, как он вот так вот смотрится, когда вот солнечные лучи на него попадают. Посмотрите, как красиво он блестит. Классный усилитель. Я ничего не хочу сказать плохого за него. Что касается покупать, не покупать, я думаю, нужно. Нужно покупать. Единственное, честно говоря, я не знаю, что там по ценам сейчас на них, но довольно-таки неплохо. Я думаю, что если здесь вместо Universum будет написано, грубо говоря, Made in Japan, все станет совсем понятно и будет совсем другой уровень ценника. Но Universum, он дает, свою, говорится, скидку вниз. И покупать такой усилитель, ну, я довольно-таки рекомендовал бы. Для молодежи, для любителей бум-бум-бум, лаунжес переводим на двоечку. Сразу, сходу. Он раскрывает низы очень сильно. Бум-бум-бум получается довольно-таки такой насыщенный. Конечно, я не знаю, как передаст YouTube этот звук, но все же. Ну что ж, вот такой получился у меня сегодня обзор. Буду я с вами прощаться. Напомню, усилитель Universum 2500 Hi-Fi. Всем мира, добра. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, нажимайтесь на колокольчик обязательно. Нет войне. Пока-пока.